Здравствуют приключения! Всем привет! Мы ждем автобус номер 9, чтобы поехать в Ашкелон сегодня. Ашкелон — это самый страшный город для нас пока что. Не, ну еще Сдерот, он еще ближе к Газе, поэтому, ну, в общем, посмотрим сейчас, как там. Мы что-то не там вышли, но вышли недалеко от центральной станции. В итоге получилось... Сейчас вот ждем следующий автобус и поедем туда за 5 шекелей. То есть тоже это хитрый такой маршрут. Доехать не до центра Ашкелона, а до края. Ну вот наш автобус 150-й. Ашкелон – это очень древний город на берегу Средиземного моря. Его история начинается около 8000 лет назад. Получается, что Ашкелон древнее Иерусалима. Забавно, что от имени города происходит название Лук-Шалот. Дословно переводится как «лук ашкелонский», так как издревле его там выращивали. Сегодня Ашкелон – это курортный город в 50 километрах от Тель-Авива, а из Ашдода до Ашкелона можно доехать всего лишь за 20 минут на автобусе. Каждый третий ашкелонец – это репатриант из СССР. Посмотрим, как это отразилось на облике города. Въезжаем в Ашкелон. Теперь нам надо куда-то вот идти в какую-то сторону. Сейчас включу компас, посмотрю. Вот мы приехали на остановку. Поворачиваешь налево, и вот тебе Ашкелон. Вон уже видны дома. А это Ашкелон. Написано Ашкелон. Умеете уже читать на иврите? Была недолго, и тут закончился тротуар. То есть после вот этой надписи, куда идти дальше. Ну вот я посмотрел, вроде нужно идти вот тут. То есть вот машины едут, и ты такой идешь по дорожке. Ну а что делать? Идем в город Ашкелон. А нам вот так идти по шоссе 2 километра еще. Мимо машины проносятся. Ну тут какая-то желтая линия. Возможно, эта желтая линия чего-то значит. Вот такие жестко погнутые вот эти линии. Такое ощущение, что кто-то сюда уже не раз влетал. Кстати, тут прикольные такие ландшафты. Идти не страшно, потому что очень мало машин. Тут начинается небольшой уже заборчик, и как бы можно вроде идти. Нормально. Я еле перелезла через эту штуку. Через какое-то время нормально. В общем, там уже есть место, чтобы ходить. По крайней мере, уже не по проезжей части. Эти пустынные дюны виднеются, они перемежаются с большим количеством всяких деревьев. Тут явно какой-то, ну, либо промышленный, либо торговый центр. Смотрите, сколько машин. Просто нереальное количество. Мы уже видим дома Ашкелона в больших количествах. Как много тут строек. Это железная дорога. И там мы видим в конце множество поездов. Скоро они поедут. Какое-то бесконечное количество строек. Они вот там вдали еще. Везде все строится. Но что-то уже построено. Вдоль дороги куча мусора лежит. Ну, в общем-то, такое ощущение, что его тоже никогда в жизни никто не убирал. Можно полежать. Тут раскладушечка такая стоит с диваном. Стоим на перекрестке, ждем. А вот уже можно идти. Пойдем. Почти что мы пришли. Велосипедные дорожки и рядом пешеходные. Но мы идем по велосипедным, потому что они подальше, и велосипедов тут вообще нет. Очень много жилья. То есть, конечно, я думал, что Ашдод рекордсмен по строительству. Нет. Рекордсмен по строительству — это Ашкелон. Столько строек я еще не видел нигде в Израиле. В Ашкелоне находится самая большая в мире опреснительная установка морской воды. Она работает по принципу обратного осмоса. То есть частично проницаемая мембрана отделяет соль и крупные нежелательные частицы и делает воду чистой. Надо поискать фонтанчик и попробовать местную водичку. Она должна быть особенно хороша. Наконец-то мы внутри. Вот тут заправка такая симпатичная, розовая. Короче, идем. Сейчас войдем куда-нибудь в какие-нибудь дворики. Красивые пальмовые аллейки тут стоят такие на окраине города. Райончик называется Кахав-Хавцакон. И этот район, он такой, ну, восточный район города. Очень тихо, вообще никого нет. Ну, видимо, все на работе. Какие-то машины припаркованные стоят. Вообще приятный, на самом деле, райончик. Он сделал, тут районы, они такими кружочками сделаны. Где? Ой, кошка. Привет, такая красивая, офигеть. Вот вам первый ашкелонский кот. Ближе к центру этого района тут такая парковая зона. То есть такой интересный способ, как это все устроено.
По краям всякие дома, в центре вот детские сады и школы, и вот такие парки небольшие. Интересно, что тут у людей, у детей портфели на колесиках. Я такого никогда в жизни не видел. Портфели на колесиках. Как у бабушек такие повозки, знаете? Ну, как повозки, да. А на самом деле это хорошая идея. С очень красивым золотым ошейником. Кс-кс-кс-кс. Ноль внимания вообще. Я слишком крутой. У меня золотой ошейник. Абсолютное большинство сейчас обитателей этого района — это дети. Дети вот с этими сумочками на колесиках. Ну не все, то есть половина детей с сумками на колесиках, половина просто. Короче, мы вышли на улицу Анны Франк. Ну, кто не знает, кто это, загуглите. Мы в Голландии, когда были в Амстердаме, там есть такая площадь и музей Анны Франк. Мы, в общем, там ели очень вкусную картошку. Мы специально идем не по основной улице, по которой мы шли изначально, там, где много машин. Мы специально идем по маленьким улочкам, чтобы лучше прочувствовать дух города, увидеть вот эти типичные, чтобы не дышать выхлопами автомобильными. Вот такие домики тут такие довольно-таки приятные, небольшие. Неви Далим и Неви Хахадалим. Вот между этими двумя районами мы идем сейчас. Это центральные районы. Собственно, мы сейчас в самом таком сердце Ашкелона. Но тем не менее, тут есть какие-то такие пустыри вокруг. Но в целом довольно-таки мило. Пока что мне нравится тут. Хорошо так. Даже не слишком грязно, в общем. Чистенько, приятно. На улицу Ниссана. Ниссан. Наверное, это не машина все-таки, а фамилия чья-нибудь. Вот напишите нам, чья. В основном люди живут вот в таких двухэтажных домиках, вот за такими, заборами высокими, то что эти домики нифига не видно. То есть вот справа, слева крепость, тут, кстати, лев стоит. Справа, слева крепости такие и двухэтажные домики. Я, кстати, очень люблю двухэтажные домики. Они лучше, чем пятиэтажные или четырехэтажные. Чем меньше этажность, тем лучше. Но вот то, что они за такими заборами глухими, это, конечно, по-московски очень, вы знаете. Ты вот идешь вот вдоль такого забора. Но все-таки тут рядом сектор газа, поэтому, наверное, можно понять. Наверное, тут... Кстати, я заметил такую вещь. Вот мы там шли в узких переулочках, и ребенок идет рядом. И вот он нас увидел, что мы идем, он сразу достает телефон и начинает звонить. И это могло бы быть случайностью, если бы это не повторялось там 3 раза. То есть, видимо, тут приучают детей, то, что если ты видишь каких-то взрослых людей, незнакомых, которые навстречу тебе идут, ты сразу звони. Это правильно, кстати. Это вообще правильный паттерн. Где бы ты ни жил, так надо обучать детей. Как выглядят места сбора мусора. Такие баки. Тоже непонятно, что куда класть. Ну, на местном написано, а так никогда не поймешь. А пойдемте по какой-нибудь параллельной улочке. Интересно, что там? Тут уже дома такие более миленькие. Заборы поменьше вроде. Ну, тоже заборов, в общем, хватает везде тут. Пока что Ашкелон похож на дачный кооперативчик. Как если представить, что город Ашдод, большой город, а рядом есть дачи у людей. Вообще довольно-таки уютно. Вот тут, например, вот этот домик мне вообще нравится. Он весь зелененький и не закрыт этим забором наглухо. Тут прикольно велосипед спрятали за изгородь. За очень плоскую. Вот, тут уже домишки такие 4-этажные. Довольно-таки приятные тоже. В общем, они покрашены все, ничего не трескается, не отваливается. Выглядят современно. Такие баки мусорные, но меня они интересуют, как адепта-урбаниста, начинающего очень. У нас такие они в Ашдоде, в горе уже у нас в Ашдоде, да. И вот такие, видимо, наверное, бросать, я даже не знаю, что-то бросают. Ну, что-то другое, может, бытовой какой-нибудь мусор. Не очень понятно, что где разделяется. То есть, вот, иконок нет, это, конечно, косяк, в общем. На улице Иар или Лиар, я не понял, там буква какая. Наверное, Иар, да, Иар. И вот мы тут гуляем, вообще никого нет. Очень даже приятно. Магазинчики какие-то открыты тут. В общем, спокойная, хорошая, приятная атмосфера. Какие-то везде открытые магазинчики, но народу на улицах вообще нет. Очень необычно. Это вот совсем центр города. Если вы откроете на Google картах Ашкелон и посмотрите надпись Ашкелон вот, на Google картах, то она вот именно в этом месте, где мы сейчас. Место, оно вообще прям вот, ну, на 100% напоминает Нидерланды. В общем, Ашкелон оказался вполне себе русскоязычным городом. Спиртные напитки, прачечная Стелла, мини-маркет. Или где тут фалафель, говорят, идите куда-нибудь налево. Но идти тут ли не первый раз.
когда фалафеля, так сказать, нет в пешей доступности. Обычно везде, да, в центр приходишь, везде в фалафельных этих вот так вот. А тут фалафель где-то, он говорит, это вам нужно идти вообще очень далеко. Так необычно довольно-таки. Ну, какие-то магазинчики тут вокруг есть. Сказал нам мужичок, что фалафель тут стоит 20-очку. В какую-то шаурмячную местную для меня. Но там стоит 40 шаурма в Пите. Такую же мы брали за 20-ку в Хайфе. То есть, блин, в 2 раза дороже. Мы не можем. Совесть не позволяет за 40 взять. Извините, нет. Пока мы шли, мы почувствовали, что очень хотим пить. И нам бабушка тут посоветовала фонтанчик в парке найти. А еще, говорит, можно зайти в магазин с электроприборами и там попросить. Но как-то, мне кажется, фонтанчик привычнее. Кстати, вы можете нас поддержать, потому что у нас, ну, в общем, мы вынуждены много времени тратить на наши видео. Если вам нравятся наши видео, вы хотите, чтобы мы продолжали их снимать. Если вы хотите, чтобы мы съели шаурму. Нет, если вы хотите, чтобы мы продолжали снимать видео, закидывайте нам супер спасибо через YouTube или донатьте как-нибудь там другими способами, которые мы оставим в описании видео. Вот, тогда мы сможем больше времени делегировать на путешествия. И больше есть. Хорошо попить из фонтанчика, потому что воду мы с собой вообще перестали брать. Это такой был совет всем. Берите с собой воду. Нет, можно не брать с собой воду, потому что везде есть фонтанчики, везде их можно найти. И, в общем, не нужно с собой ничего таскать. Это что многие дома, у них вот такие треугольнички сверху, симпатичные. Для украшения, судя по всему. Вообще, пока что мне Ашкелон очень понравился. По ощущению, он даже какой-то более аккуратный город, чем Ашдод. Тоже тут, конечно, есть какие-то граффити на стенах. Ну, кстати, в меньшем количестве. И птички, что-то они уворовали. Какой-то кусок чипсов или пончик и едят на двоих. Вот. А штукенция тоже идет вперед. Так что впечатление очень позитивное. Хотя, еще раз, как бы, Ашкелон, он в 8 километрах от Газы. И, извините, 8 километров это расстояние минометного даже выстрела. И не говорю про ракеты, про какие-то. То есть, в принципе, до сюда много чего может долететь. Но пока что этого вообще не чувствуется. Ни в атмосфере города, мы не видели никаких тут ям каких-то таких вот. Ну, не знаю. То есть, абсолютно мирная, приятная атмосфера, спокойная. Какой тут парк центральный. Он идет по центральным улицам. Просто вот так вот можно прямо идти. Очень красиво. Ну и тут детские площадки в больших количествах. Все так ухожено. Кустики все постриженные. В общем, прям райский совершенно уголок. Вообще в Ашкелоне очень много зелени. Очень много парков. То есть они прям по всему городу разбросаны парки. И вот рядом с морем еще большущий парк есть. А вот Штукенция хотел что-то добавить. А нет, это я тебя от какашки. Да. Ну, в общем, к сожалению, да, тут тоже встречаются элементы неожиданности, но, конечно, сильно меньше, чем в Ашдоде. Ашдод — это, конечно, страшное место в плане собачьих, так сказать, экскрементов. Хайфа на 2-м месте у нас по тоже их количеству. Вот, ну, тут пока что примерно так же, как и в Ришоне, да? То есть их вроде особо нет так. Ну, почти. Что-то есть, но немного. Красивый парк. И вот тут дома вдоль него тоже вот с этими дырочками. Ну, вот это, кстати, голландская фишка. В Нидерландах таких домов очень много. С вот такими плоскими, с плоской стенкой и с дырочками. Ну, с дырочками, кстати, там редко. А вот тут вот фишка этой дырочки, видимо, может, на счастье. Знаете, как куриный бог. Это если камушек с дырочкой, из него амулет делают. Тут тоже любят дырочки. Вышли из нашего парка и идем по одной из основных улиц. Тут такие прикольные стимпанковые инсталляции. Эта улица называется Сдерот Менахем Бегин. Ну, то есть бульвар такой широкий. Очень аккуратненько, все хорошо, красиво. Вот парк, еще продолжение парка. То есть парков тут прям реально много, они большие. Пока что, вы знаете, я бы сказал, что Ашкелон мне даже больше, чем Ашдод, нравится. Если бы не его, так сказать, близость к местам Газы, то вообще тут было бы очень хорошо.
совсем. Ну, я имею в виду, зажил. А так, конечно, не знаю. То есть вот внешне он даже, мне кажется, лучше. Ну, или так же, или лучше. Ну, вот хороший, очень хороший город. То есть Ашдод и Ашкелон пока мои самые любимые два города. Очень большой город, на самом деле. То есть он километров 5, наверное, в ширину и в длину километров 7. Ну, так вот. На глаз, если прикинуть по карте. На самом деле не очень много, потому что очень широкие дороги и пробок особо нет. Ну, то есть на светофоре кто-то стоит, но потом пролетают и все. Потому что, видите, например, шестиполосная дорога в одну сторону, в другую. То есть хорошо спланирован город. Обычно идем в Викторе, в общем, просто первый попавшийся супермаркет ближайший. Вперед! Цены тут примерно такие же, как у нас. То есть огурцы за 5 €. В Ашдоде такие же цены в Викторе, потому что мы рядом с Викторе живем как раз. Взяли 2 банана, 2 мандарина. И сейчас идем в Макфачную, продолжаем идти. Мы думали, мы надеялись, что может тут будет что-нибудь съедобное готовое, потому что, ну, типа какой-нибудь курица жареная. В магазине оно дешевле сильно. Но ничего не было. Вот, так что, может, еще фалафельную какую-нибудь найдем. Наш обед: 2 банана, 2 яблока, 2 мандарина и вот такие мюсли. Они стоят 180 рублей, то есть 10 шекелей. Но там их типа 7 штук. То есть получается за 7 штук 180 рублей нормально. Сейчас попробуем. Прикольно, что на выходе из этого магазина у нас попросили чек и поставили на него печать. Так же, как в Ашдоде. Ну вот, там, в общем, несколько таких батончиков. Вот как они выглядят. Такие с шоколадом и орешками. Продвигаемся к пляжу через центр. Тут такой красивый фонтан. После этого фонтана просто поворачиваем направо. И вот идем прямо, придем ровно к пляжу. Сейчас мы ищем фонтанчик. После этих шоколадных батончиков и после сладкого хочется пить. Ашкелон — это город парков. Офигенный парк. На самом деле, наверное, пока что самый такой приятный парк из всех, которые я видел в Израиле. Главная его приятность — это его размер. В общем, если в Ришоне все парки, они маленькие относительно, ну, кроме того, что в центре там есть один такой, но он окружен дорогами со всех сторон, то тут парки все какие-то большие довольно-таки, и они такие длинные. То есть ты идешь по этому парку очень долго, много лавки, много с деревьев вокруг. В общем, очень приятно тут гулять, прям одно удовольствие. Не работает фонтанчик. Опустел. Да. Но мы спускаемся просто к морю. Тут вот понятно, что скоро море будет. Почему? Потому что мы идем вниз. Вот такой спуск вниз. По-моему, даже море уже видно где-то там. Море, да, вот оно. Главная достопримечательность Ашкелона. Какая? Вот, смотрите. Ой. Это что, это орехи, что ли? Мне кажется, это инжир, но это не точно. Тут жарит шашлык, такой дымина стоит. Ну, вкусно очень пахнет. Идем слюни, пускаем. Вдоль этого парка, собственно, домики стоят, вот такие виллы. То есть тут явно живут люди, ну, наверное, непростые люди, потому что место, в общем, супер престижное. Из этого парка, тут такая инсталляция. Такое круговое движение. Вот это место, оно опять вызывает ностальгию по Голландии у меня. Потому что вот очень все это похоже. То есть плоские места задизайнены, как в Нидерландах. С точки зрения градостроения, с точки зрения урбанистики. И вот дорожки тоже они вот, ну, такого же цвета, такого же типа. То есть я даже вполне себе подразумеваю, что, возможно, идет какое-то сотрудничество между людьми, которые проектируют города. Или, может, просто есть какие-то общие признанные стандарты, нормы. Потому что вот, когда гуляешь по Нидерландам, в принципе, вот очень похоже все вот выглядит. Только тут, наверное, понаряднее даже местами, знаете. Почти все будки, ну, какие-то коммуникации тут, электричество, они все разрисованы, причем разрисованы по-разному. В Ашдоде и в Ашкелоне вот такая фишка. Вот в остальных городах не везде так встречается, а тут прям много. Тут вот дельфины такие, очень клево. И деревья тоже необычные такие, вот, с бобами, с большими. То я тут ни разу не видел русских машин. То есть, например, в Египте там очень много русских машин, всякие Жигули, Волги.
Но тут зато Теслы стоят довольно-таки много. Русской машины ни одной не видел вообще. Такой милый фонтанчик в виде рыбки. Вот дорожка к морю. Красивые везде дома с рыжей черепицей. Тут такой дизайнерский какой-то дом. Ну, вот эти контейнеры для мусора, а там дом дизайнерский. Такое нарядное очень место, красивое. Перед морем тут я бы не сказал, что очень нарядно. Что-то тут все как-то заброшено. Хотя мы совсем недалеко от моря. Но ничего. Наверное, это все будет когда-нибудь застраиваться. Поэтому народ не сильно... С одной стороны идеально все, а с другой какой-то, в общем, срач. Ну, там что-то строится, какие-то стройки в больших количествах, так что, наверное, можно понять. Местечку, и придется вот тут идти, потому что там дороги сквозной, видимо, нет, до нее долго идти, и мы увидели тут тропиночку. Да, тут вот что-то равняет землю, строят. Прибрежный район Ашкелона. Очень нарядно тут. Прям вот очень. Встречает нас такой человечек. Народ тут гуляет, но очень мало людей. Вот так оно выглядит. Есть пляж. Кто-то даже плавает. Кто-то сидит, медитирует. Тут такой котяра уселся. И учит. Мяу. Мяу на солнышке. Мяу. В поисках фонтанчика с живительной влагой мы спрашивали всех: «Эй, фомайм, где вода?» Мы забрались на такой холм с пальмами. Отсюда, конечно, потрясающий вид на море. И вот фонтанчик. Мы сейчас пойдем помоем там фрукты и попьем, напьемся оттуда. Холодная? Очень. Прикольная жаба. Вот такая. Попали в марину. Это типа яхт-клуб, видимо, не знаю что, но тут огромное количество яхт. Я столько яхт никогда в жизни не видел. Их вот реально много тут. Вот эти вот, видите, сколько парусов натыкано. И тут вдоль идешь, и тут всякие кафешки. По-моему, даже Макдональдс тут есть где-то. Вот. Очень прикольное место. Прям здоровское. Тут такие вот кораблики пришвартованы. Наверное, можно их арендовать, я думаю. Прямо огромное количество яхт. Сейчас пойдем посмотреть их. К сожалению, к самим этим яхтам там пройтись по вот этому месту, видимо, нельзя просто так. То есть нужно, чтобы ты был хозяином этой яхты. Видите, сюда вход через специальную, как бы, штуку. И тут есть Макдональдс, вон он. Собственно, мы туда сейчас пойдем. У нас проблема. У нас кончается зарядка телефона. Осталось 20%, а нам для вас видео снимать и еще как-то домой вернуться, маршрут построить. Вот, так что сейчас будем попрошайничать, клянчить. Может, у кого-нибудь зарядка есть, чтобы чуть-чуть нам хотя бы подзарядить телефон. Сидим рядом с морем, с этими яхтами и немножко отдохнуть хотим. У меня в голове что-то не клеится. Если тут опасно, как везде все говорят, то почему-то так много яхт стоит. То есть тут вот сотни, не знаю, яхт. Реально вот просто море, бесконечная яхта. И, соответственно, сюда же может тоже прилететь что-нибудь. То есть, мне кажется, это тоже как бы такой момент. Оно, летает, наверное, может быть, пару раз в год. И железный купол, наверное, большинство этого всего, что летает, сбивает. Я бы даже сказал, даже уютнее, чем в Ашдоде все-таки. И смотрите, какой у нас симпатичный тут губка Боб, Спанч Боб. Сейчас поедем, наверное, обратно на поезде. Кидаем дружелюбный Ашкелон. Поедем на 18-м автобусе до конечной, а потом на электричке. Электричка стоит, кстати, 9. Из Ашкелона в Ашдод 9 всего лишь. Так обычно там типа 15 стоит. Очень красиво, тут дружелюбно, хороший город. В общем, мы победили предрассудки и поняли, что тут можно и, в принципе, нужно жить. Так выглядит Ашкелон вдали. И, кстати, вот один из вариантов купить тут, так сказать, домик себе, вот такой автодом. И где угодно тут можно жить, пожалуйста. Ну, не где угодно, в общем, наверное, специальные какие-то места. Или просто машину можно купить просторную и в ней тоже ночевать, спать.
Зимой, правда, наверное, будет холодновато, а летом жарковато, но вот во все остальное время неплохо. В общем, есть всякие опции, чтобы тут сэкономить на жилье. Вот мы на автобусе доехали до станции и ждем сейчас поезд. Вот сейчас он подойдет.